Бред продолжается. Азербайджанские медиа продолжают пропаганду фейковых повесток. Один из этих медиапомоек в ответ на статью с армянской стороны пишет, что армянские медиа подтвердили сообщение о планах Армении атаковать Азербайджан под прикрытием миссии ЕС. Гениально же. Ладно, во-первых, гении пришли к этому умозаключению только из-за того, что армянская медиа не отрицала факт движения армянских войск, а объяснила это законным правом укреплять защиту Армении. Сразу же становится понятным, что автор азербайджанской статьи либо не учил логику, либо прогуливал уроки. Откроем маленький секрет. Все войска даже в самое мирное время довольно часто передвигаются. Это естественно. Во-вторых, о каком прикрытии миссии ЕС может идти и речи? Тут уже проблема не с логикой, а с английским языком. Просто предлагаем еще раз читать про миссию ЕС в Армении, полномочия этой миссии, функции и так далее. Дальше в статье продолжается рассказ о параллельной реальности. Они снова отрицают, что в августе 2023 года атаковали патруль европейских наблюдателей. Если просто даже гуглить, можно найти факты, подтверждающие обратное. Резюмируя, можно сказать очевидное. Азербайджан, используя медиа, продолжает накалять ситуацию в регионе. Последние 2 дня азербайджанские медиа, как инкубаторы, выпускают статьи раз за разом, распространяя абсолютную ложь. О возможных причинах мы уже говорили в наших предыдущих статьях, но и дальше продолжим говорить о теме и пытаться развеять азербайджанские мифы. Вот, например, смотрите сюда. Все чаще азербайджанский агитпроп выдает такие выплески, которые язык не поворачивается назвать даже пропагандой, ведь слово «пропаганда» тут явно лишнее. Даже азербайджанскому агитпропу, которому ввиду диагноза можно почти все, нельзя опускаться до столь тупых вбросов, которые даже опровергать оскорбительно для интеллекта. Понятно, что из оказавшейся под давлением емкости выходит то, чем она наполнена. Поэтому трудно ожидать от азербайджанского агитпропа чего-то вразумительного. Но это, правда, не очень понятно, для кого производится этот мусор. Всем все известно, все открыто и доступно, наблюдатели все видят, гаджиевскому агитпропу давно уже никто не верит. Это для внутренней публики? Ну тогда приятного аппетита. А мы повторяем подобное, хоть и низкопробное и топорное, но политика лишний раз доказывает, что Армении нужно быстрыми темпами поднимать обороноспособность. А миссию евронаблюдателей необходимо не просто продолжить, но увеличить. Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Обсуждены новые перспективы военных связей между Азербайджаном и Пакистаном. НГШ азербайджанской армии встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана. Проводятся совместные тактические учения АРАС-2024 спецназовцев Азербайджана и Ирана. Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты. Состоялась встреча с делегацией НАТО. Продолжаются учения САД-САС-2024 с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции. В азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения различных подразделений. Вы ознакомились с заголовками официальных релизов Минобороны Азербайджана за последние несколько дней. Тем временем, как мы уже говорили, агитпроп Азербайджана, который милитаризируется всеми возможными путями, закупает вооружение на миллиарды долларов и на этом основании считает своим правом общаться на языке угроз, производит пачками дешевый инфомусор, доходя иногда до такого маразма, как Армения собирается напасть на Азербайджан и для этого строит оборонительные сооружения наступательного характера, а европейские гражданские наблюдатели помогают Армении в этом деле. Но у любого нормального человека возникнет вопрос, а зачем азербайджанский агитпроп производит этот маразм? Даже не владеющий ситуацией в регионе человек разумный, прочитав производимый ими инфомусор, поймет, что это абсолютный бред, хотя бы потому, что только в мозгах азагитпропа могут существовать оборонительные сооружения наступательного характера, а европейские гражданские наблюдатели помогать в агрессии. Ответ на вопрос довольно прост и тривиален. Всем известно, что Армения не имеет агрессивных намерений и не собирается ни на кого нападать. Известно это, во-первых, благодаря открытой и честной политике правительства Армении, во-вторых, благодаря тем же европейским наблюдателям, которые прекрасно видят, к чему готовится Армения и к чему готовится Азербайджан.
Все понимают, что Армения имеет легитимное право укреплять оборону, тем более на фоне максималистской риторики официального Баку, основанного на угрозах. Более того, все вышеуказанное четко знают и в самом Баку, и впадают в ужас от одной мысли, что Армения может быть достаточно обороноспособной, и азербайджанские угрозы не достигнут цели. Все это наглядно и убедительно демонстрирует и нам, и всему остальному цивилизованному миру, что Армения просто обязана как можно скорее укрепить свою обороноспособность, чтобы защитить от агрессии своих граждан и свою суверенную территорию. А европейские наблюдатели должны продолжить миссию в Армении. Для Азербайджана же давно уже настало время прекращать угрозы и не тиражировать чушь. Угрозами в любом случае достичь ничего не получится. О своих целях, намерениях и предложениях Армения открыто заявляет: ни на кого нападать не собирается и предлагает жизнь в регионе открытую и спокойную. В официальных сообщениях Министерства обороны Азербайджана за последние дни отражен высокий уровень военной активности страны, включая расширение военного сотрудничества с Ираном и Пакистаном, встречи с НАТО и проведение различных военных учений. На этом фоне азербайджанская пропагандистская машина продолжает распространять необоснованные обвинения в адрес Армении, в частности утверждая, что Армения готовится напасть на Азербайджан и с этой целью строит оборонительные сооружения наступательного характера. Подобные утверждения нелогичны, поскольку правительство Армении проводит прозрачную политику, а европейские наблюдатели четко видят, к чему готовится Армения, а к чему Азербайджан. Армения имеет законное право укреплять защиту, особенно с учетом максималистской риторики Баку. Азербайджан должен прекратить свои угрозы и не распространять бред, поскольку всем очевидно, что Армения не намерена ни на кого нападать и предлагает построить мир в регионе. На этом фоне Галузин сделал, мягко говоря, издевательские заявления. Важное место в гармонизации интересов всех стран региона отводим платформе регионального сотрудничества 3+3. Об этом во время второго общественного форума «Россия-Армения», проходящего 29 ноября в Москве, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Работаем над ее трансформацией в полноценную организацию по взаимодействию на Южном Кавказе. Именно такая позитивная объединительная повестка сегодня как никогда актуальна. Не сомневаюсь, что формировавшийся столетиями солидный потенциал, солидный багаж связей позволит России и Армении вместе достойно выдержать все испытания на прочность, заявил Галузин. А также он добавил, что Россия – это гарант безопасности Армении. Что, серьезно? Я даже комментировать этот бред не буду. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали важные новости.